Всем привет! С вами Екатерина. Если вы подписаны на мой канал, вы знаете, что я поступила в Строгановку. Если не подписаны, подписывайтесь. Я буду рассказывать о своем обучении, показывать работы, которые я выполняю, и в целом должно быть интересно. Я поступила в Строгановку на программу переподготовки по монументальной живописи. Нас довольно много. К нам приходят ребята, которые занимаются на других курсах, не на переподготовке. То есть в универе есть еще короткие курсы какие-то навыковые, типа рисунок или отдельно живопись, отдельно композиция. И все эти слушатели этих курсов приходят к нам в группу, если у нас совпадает расписание и преподаватели. Эта неделя была первой. Мы были настоящими первокурсниками. На этой неделе у нас было уже 4 занятия. Как мы будем учиться? Понятно, что мы взрослые люди, у нас уже есть образование, именно поэтому мы пошли на программу переподготовки, а не на первый курс с нуля, вместе со всеми студентами-первокурсниками. Поэтому мы учимся вечером в будни и один день в выходной. У нас есть такая же разбивка по неделям, как в обычном универе, то есть первая неделя, вторая неделя. И в первую неделю у нас занятия в среду, в пятницу вечером и в субботу. В субботу полный день. В среду, в пятницу с 6 до 9. А в субботу 2 занятия: рисунок, живопись и копирование. Рисунок, живопись идет с 10 до 14:30 и копирование с 14:30 до 16 часов. На этой неделе у нас уже было занятие по теории цвета, по композиции, по рисунку и по копированию. И я сейчас расскажу, что там было. Теория цвета и композиции — теоретическо-практические занятия. То есть сначала нам читают лекцию, показывают слайды, а потом мы выполняем какое-то практическое задание и нам дают домашку. Да, домашки дают много. Мы уже все удивились, порадовались и приготовились страшно трудиться. Страшно много, страшно сильно, страшно долго. Но мы все этому рады, потому что это круто. На колористику нам сказали принести с собой гуашь черную и белую, кисти, ножницы, бумагу А4, А3. Но на самом деле на первом занятии нам понадобилась только бумага А4, плотная, чертежная. Вот такая гуашь черная и белая. У меня были баночки от Невской палитры маленькие, но баночка белой у меня закончилась уже на занятии. Поэтому я взяла себе побольше баночку. И кисти. На первое занятие лучше брать плоские, мягкие кисти. Сейчас расскажу почему. По сути, это занятие первое вводное. Нам рассказывали нам давали основную информацию. И уже на занятии мы Да, кстати, снимать запретили, поэтому извините, но ничего с лекцией не будет. Мне очень жаль самой. Потому что я села, приготовилась, поставила камеру на штатив, выбрала себе место с розеточкой, чтобы подключиться, чтобы не было неприятных сюрпризов в середине занятия. Но мне сказали: извините, снимать нельзя, нам так некомфортно. Ну хорошо, некомфортно, значит некомфортно, будем фотографировать слайды. Первое задание по теории цвета заключалось в том, что мы должны были сделать тоновую шкалу. Нам нужно было нарисовать 3 квадрата 5 на 5, белый, черный и средний серый тон. И много-много-много-много полосок чтобы сделать шкалу градации от белого к серому и к черному. Между белым и серым должно было быть не менее 4 цветов, и между серым и черным тоже не менее 4 цветов. И я столкнулась с проблемой. Я взяла вот эту круглую кисточку, 8, это Малевич Фрида, и поменьше круглую кисточку, 5, что ли. И в итоге 8 набирает в себя очень много краски и плохо перемешивается. То есть мне приходилось использовать очень много краски для замеса, поэтому это совсем не вариант. И я забыла мастихин. Это прям был мой провал. Было ужасно неудобно накладывать в палитру кистью из банки. А потом пытаться все это хорошо перемешать, потому что основным условием было то, что полоски должны были быть ровные абсолютно, без
градиентов, без полос, без утолщений, просто ровные гладкие полоски. И, как выяснилось, гуашью сделать это сложно. Ну, наверное, не сложно, когда у тебя есть опыт, но преподаватели ходили потом по рядам, смотрели, подсказывали, и постоянно слышалось: нет полоски, нет полоски, полоски это не подходит, полоски, полоски. И у меня тоже были полоски, полоски. Пока горел свет, я даже успела сделать какой-то конспект, и на этом же листике я потом вырезала формы для того, чтобы из удавшихся полос вырезать нужный размер. Квадратик и такие прямоугольники 2 на 10. Сделала нужное количество, пронумеровала, и на занятии мы потом все это рассмотрим, выберем, если что-то не подходит, потому что у меня есть еще запасик. Запас такой солидный. Я надеюсь, хоть что-нибудь подойдет. Заданием на дом было, собственно, доделать вот это задание. После того, как мы будем выполнять задания на занятии и дома, мы результаты будем наклеивать на листы А3 и все это оформлять в файлы и в папку с кольцами. И в итоге зачет в конце курса, курс длится 2 семестра, зачет будет выставляться на основе этой папки и какого-то еще задания. Теорию спрашивать не буду. Второе задание, которое задали на дом, заключалось в том, что нужно было сделать 6 натюрмортов, 6 композиций в разных цветовых нюансах. 2 в светлых, 2 в средних и 2 в темных. Размер 10 на 15.
Я сделала. У меня черненькие. Они уже лежат в файле, потому что я не хочу их испортить. Я последовала совету преподавателей. Кстати, у нас на этом курсе 2 преподавателя. Одна читает лекции, а потом они обе проходят по ученикам и дают обратную связь. Помогают. Это, кстати, удобно, потому что когда на композиции преподаватель была одна, хотя заявлены они обе, не ко всем она успевала подойти. Ну, я считаю, что если преподаватель к тебе не подходит, значит, у тебя все хорошо. Я надеюсь, что это здесь работает. На занятии по композиции мы изучали точку, линию и пятно. Задания были интересные. И, кстати, на занятия по композиции нам нужно было принести тушь. Тушь, перья, кисти и, в общем-то, любые подручные материалы, потому что звучало предложение оставлять отпечатки даже кусочком хвостика соседа. Экспериментировали как могли. В этот раз я взяла кисти и плоские с собой, и большее количество. Надо было, наверное, взять и силиконовых. В общем, мне было удобно, на самом деле. Я брала еще перья для туши. Вот это, кстати, мне не очень понравилось. Хотя, возможно, линии можно было рисовать пером. Что-то я об этом не подумала. Хорошо, на задании по композиции. На композицию не обязательно приносить листики плотные. Можно бумагу для принтера, потому что заданий будет много. И мы начали с точек. Нужно было сделать точки. Точки разные. Я не помню, какие они должны были быть. Задорные, веселые, радостные. Не помню. Серьезные, строгие, тяжелые, мягкие. Забыла. В общем, вот такие точки. После точек нам нужно было сделать пятна. С пятнами история немножко другая. Нужно было сделать пятна кислые, звонкие, теплые и асфальт. Какие кислые, я точно знаю. Какие звонкие тоже. Как вы думаете, где же здесь асфальт? Ну, пока вы думаете, можете написать об этом в комментарии. Я покажу вам следующее задание. И следующее задание было таким. Нужно было из пятен сделать линию, аналогичную пятну, подобную пятну. Ну, в общем, из пятна нужно было сделать линию. Я не везде поняла правильно, не сразу поняла правильно задание. И вот нижние точно правильные. Вот такие вот у меня линии вышли. А следующее задание еще интереснее. Нужно было составить на столе натюрморт из 3 предметов, которые уже там есть, и изобразить его линиями, которые мы сделали в предыдущем задании. Ну, опять я тоже не сразу поняла, но в итоге вот первый, самый крайний и нижние. И это прям должно быть правильно. По композиции на дом задали сделать 3 натюрморта или пейзажа, используя только точку, линию и пятно. Следующее задание нужно нарисовать с помощью точки, линии и пятна. Ощущения такие. Дворник метет снег в 5 утра, и снег тает, птицы поют. И было какое-то еще задание, а я забыла. Как же я буду его делать? Нужно нарисовать натюрморт различными пятнами. Пятнами, которые мы сделали раньше. Окей, я поняла. Интересно, как я буду это делать. И еще на этой неделе у нас было занятие по рисунку и копированию. Это 2 разных занятия. По рисунку нам сказали принести с собой планшеты, А2, бумагу. Но я об этом рассказывала в предыдущем видео. Планшеты, бумагу, карандаши и крючки. Про крючки я тоже рассказывала. Если интересно, зачем нужны крючки, смотрите предыдущее видео. С занятием по рисунку возникла небольшая путаница. Преподаватели мне принесли списки. Мы пришли в гипсовый зал. Наши занятия проходят там. И выяснилось, что в это же время там проходят занятия еще у других групп. И мы запутались в преподавателях. Кто к кому идет, кто что делает. В итоге мы все-таки нашлись с нашим преподавателем. И он такой суровый пришел, говорит, все рисуем кубик. Девочка рядом со мной
кричит: а я рисовала обрубовку. Я такая: я же тоже рисовала обрубовку. Она: ну, давай, скажи. Надо же прогрессировать, усложнять задание, развиваться. Я такая: ну ладно. Я, говорю, тоже рисовала обрубовку. И он: хорошо, рисовали, я вам череп принесу. Если плохо нарисуете, пойдете рисовать кубик. Я уже думаю, зачем я вообще согласилась на этот череп, надо рисовать кубик. В итоге притулились мы где-то у окошечка с этим черепом. И я поняла, что это классное место. Там можно было присесть. Там был свет. Очень удобное место, я хочу его всегда. Еще было место, куда поставить и чашку кофе, и сумку положить, и карандаши. В общем, я вообще довольна. И пока ребята рисовали кубик, мы боролись с этим черепом. И, как ни странно, он у меня быстро и нормально пошел. Я даже удивлена была, на самом деле. Несколько раз ко мне преподаватель подходил, делал комментарии по поводу следующих шагов, но при этом хвалил. А те, кто рисовали череп рядом со мной, он им прям много-много-много рассказывал, показывал. У меня получился череп за одно занятие, плюс-минус готовый. Ну, еще не полностью, конечно. Я знаю, что там нужно поправить, но я на самом деле шокирована. Довольна собой. То есть не зря я потратила лето на то, чтобы развить свои навыки. Если согласны с тем, что я молодец, ставьте лайк. Рисовали, проголодались, пошли на первый этаж в столовую. И выяснилось, что в столовой не принимают карты. Да, внизу есть банкомат Сбербанка, но мне не подходит Сбербанк. Вот такой вот нюанс. И следующее занятие после рисунка было еще интересней. Преподаватель сказал, что пока графику вы не освоите, живопись я вам не дам. То есть копировать мы будем тоже графику. Он принес книгу «Учебный рисунок в мастерской монументальной живописи». Да, ее действительно нигде не купить. Я поискала и не нашла. Очень жаль, кстати, потому что я бы, наверное, купила. Нам нужно было выбрать из этой книги подходящую иллюстрацию. Там представлены рисунки студентов Академии живописи Репинской. Нам нужно выбрать рисунок, сделать из него, распечатать его в большом размере, взять планшет 100 на 70. Собственно, распечатать тоже нужно 100 на 70. Перевести все это на кальку, потом перевести, натянуть на планшет бумагу рулонную, перевести с кальки на планшет, с планшета на кальку. Короче, нужно перевести на кальку и принести планшет, этот здоровый, кальку и второй планшет на рисунок. Да, на вопрос, а можно ли оставить это все где-то, мне сказали: ну, вы же все на машинах, ну чё вы. А я нет, я пешком. И мне вот это вот носить на себе... Ну ладно, предположим, я высокая, я сошью себе сумку, вторую. Кстати, я сейчас расскажу о сумке. И, возможно, я смогу это носить на себе. Пустят меня в метро со 100 на 70. Должны, по идее. Но это будет ужасно неудобно. А если ветер, парусность, меня будет уносить, я легкая. Ладно, будем думать, что с этим делать. Скорее всего, придется, наверное, оставлять. Он такой: ну, скажите, чтобы не трогали. А кому мне сказать, чтобы не трогали? Мне стоять рядом с ним и говорить: не трогайте, не трогайте? Если я напишу «не трогайте», его не будут трогать? И ладно бы планшет, но на нем же будет натянута бумага с работы, и я опасаюсь оставлять его просто так. Там ходит такая толпа народа, причем это студенты. Вдруг кто-то захочет подшутить. В общем, беда, печаль. Я надеюсь, что я найду выход. Мы ждем фотографии, которые нам преподаватель обещал сделать, потому что мы, естественно, не успели сами ничего сфоткать, а то, чтобы мы фоткали из книжки, но оно же будет качеством не настолько хорошим, чтобы мы могли это распечатать на 100 на 70. Нужно успеть к субботе распечатать, натянуть, перевести. Я вот прикидываю, мне кажется, что это мало реально в том плане, что у нас нет еще изображений. Хорошо, я заказала себе сразу планшет и бумагу,
За калькой я вчера ходила. В общем, я переживаю, боюсь, что я не успею. И мне нужно еще сшить сумку. Я сшила сумку под планшет А2. Я шила ее вечером в четверг. В субботу мне нужно было идти на занятия с ней. Я шила ее после работы, и я не успела ее дошить. Я пошла с необработанным верхним краем, но в целом на скорость, как говорится, не влияет. Главное, чтобы не сильно растрепалась. Но зато, кажется, моя сумочка была замечена уже прям с первых шагов. У меня одногруппницы сразу спросили: ой, какая сумка, сами, а все такое вот. Шила я ее из палаточной ткани. Это хлопок с пропиткой. Как заявляет производитель, эта ткань не промокает, она не пропускает воду. Для ручек использована стропа. Сшито все крепко. Обработка в чистую, то есть все швы закрыты косой бейкой. Все красиво. И такую сумку я подумываю сшить еще формата А1. Но я пока не придумала, как же мне все-таки сделать ручки, потому что я хочу сделать ее опять вертикальную, потому что мне удобнее, когда в высоту она больше, чем в ширину. Потому что когда она широкая, она еще болтается впереди, сзади, это вообще неудобно. Чуть ветерок подует, и все, можно улететь с ней. Задача к субботе сшить еще вторую сумку. Я думаю, что пока у меня нет картинок для работы, нет планшета и бумаги, я займусь сумкой. Еще я хочу сшить рюкзак. Но, кстати, я подумаю, может быть, я сошью себе какую-то легкую сумку для того, чтобы через плечо, чтобы носить в ней документы, ключи и материалы, которые понадобятся на графике. Карандаши, собственно, малярный скотч. Потому что я не хочу натягивать бумагу на маленький планшет, а на А1 я, наверное, все-таки натяну. Вот, такие вот дела. Я пока в восторге. И я думаю, что я и дальше останусь в восторге. На этом, наверное, все. Дальше вторая неделя. И будет еще много интересного. Простите, что я не снимала в университете. Я всю неделю находилась под впечатлением от того, где я нахожусь, куда я иду и что я несу с собой, и что я там буду делать. Поэтому мне было просто не до того, чтобы достать телефон хотя бы и поснимать. Все, всем пока, увидимся.